Всем доброй ночи, друзья мои. Для начала вам скажу, что этот заговор уничтожит навсегда любовь, которую вы испытываете к кому-либо. Чтобы вы это понимали, серьезность. Поэтому подумайте много-много раз, прежде чем прибегнуть к таким работам. Энергия любви – это, пожалуй, самая сильная энергия во Вселенной. Но люди, которые поднимаются в этом мире, которые достигают успеха в том или ином поприще, они обречены со временем потерять любовь. Чем больше человек узнает, чем сильнее, умнее он становится, тем меньше в нем остается любви. Тем больше мудрости, здравого рассудка и меньше любви. Меньше любви – это не понимайте, как меньше милосердия. Нет, человек может до конца жизни быть добрым, быть хорошим, делать много хороших дел, помогать, спасать до конца своих дней. Но именно любви в том понимании, в котором мы ее ощущаем, чувствуем, когда мы не можем жить без кого-либо или без чего-либо. Вот эта любовь уходит как плата за все, что мы получаем. Женщина, у которой, скажем так, не так много интеллектуальной загруженности, она мало работает с людьми или взаимодействует, мало выходит на публику. Больше она зациклена на свою семью и свой быт. Она до конца жизни может сохранить эту любовь. Любовь к мужу, любовь к детям. Чаще всего это каста земледельцев. Это люди, которые связаны с землей. Если кому интересно, можете открыть и посмотреть мою лекцию из какой-то касты, и вам многое станет ясно. Им больше везет в любви. Каста воинов, увы, обделена. У воинов мало любви, и чем дальше, тем меньше остается. Любовь в семье, любовь к мужчине, любовь к чему-то еще остается, наверное, только любовь, привязанность, преданность к своему делу. У купцов любовь к роскоши, к деньгам. Но тоже со временем ослабевает, потому как они расслабляются, они уже создают фундамент, им уже бояться нечего. Практически это переходит из поколения в поколение, то, что они создают. Поэтому у них любовь к людям больше переходит на любовь к предметам, к своему делу, к предназначению и меньше к людям. Но бывает в этом мире любовь не во благо. Любовь, которая мешает жить. Мужчина может разочароваться и уйти. У него любовь, можно сказать, угасает. Может угаснуть в один миг. Увидел он ее в постели с другим. Началось чувство собственника, ревность, ненависть, отвращение. Но любовь закончилась. Даже если он добьется ее обратно и некоторое время будет с ней жить, вскоре они расстанутся. Любви там не получится. Любовь женщины угасает постепенно. Сначала она терпит, надеется, что он поймет, осознает. Потом еще терпит. Потом
пытается его оправдать в своих глазах, в глазах других. И постепенно, капля за каплей, эта любовь умирает. И она уходит. И заметьте, как только женщина уходит или женщина разлюбила полностью, закрыла свою душу, мужчина начинает добиваться ее. Многие умные женщины поняли одну истину. Нужно позволять любить себя. Не надо любить. Надо позволять, чтобы тебя любили. Потому что, когда ты позволяешь себя любить, мужчина, как верный пес, таскается за женщиной. Предсказуемая верная женщина мужчине не интересна. Хотя они говорят, что вот, жена должна быть такая, должна быть любящая, должна меня ждать, готовить, быть верной, понимающей. Поверьте мне, они это не ценят абсолютно. Им это не интересно, им скучно. Им нравится хаос. Им нравятся женщины, которых посылают, которых унижают, которых не любят. В них играет постоянно вот этот вот инстинкт охотника. Покорить, подчинить, завоевать, получить. И многие женщины вот таким образом освежают всю жизнь чувства мужчины, которые с ними рядом, вызывая их ревность, уходя и возвращаясь. Вот таким образом. Это такая некая игра. Мужчинам нравится хаос. То, что они завоевали и подчинили, теряет в их глазах прелесть и красоту. Как ни банально звучит, но такие женщины, они все время держат его в тонусе. Он все время боится потерять. Он все время злится, что вокруг есть соперники, он должен быть лучше. Такой некий альфа-самец, чтобы она его выбрала. А женщина послушная, любящая, которая, буквально просто вот создает уют, и она очень удобная. Ну, что с ней делают? А куда она денется? Подождет. Простит измену. Поплачет там перед ней, она поймет, погладит по голове, пожалеет. Ладно, давай начнем по новой, давай, 1000 раз даст шанс и прочее. Но стоит женщине перестать любить, и мужик начинает рвать задницу, чтобы вернуть ее. И я хочу вам сказать, что перестать любить – это не обязательно развестись. Нет. Просто перестать мучиться ради него, из-за него. Убить свои чувства, чтобы он не мог больше этим манипулировать. И когда он чувствует, что женщине все равно, она не притворяется, что ей без разницы, куда он поехал, во сколько придет. Ей действительно становится все равно, потому что там тишина. Это как и играть в теннис со стеной. Там тишина, когда она подходит, чтобы поговорить с ним, чтобы поделиться радостью, сказать какие-то свои, высказать опасения. В конце концов, мы живые люди, хочется поговорить, объясниться. И женщина встречает с той стороны абсолютное безразличие. Когда муж может часами говорить по скайпу или по ватсапу или по каким-то другим мессенджерам со своими друзьями, смеяться, радоваться. Когда жена подходит, и он вечно болен. Ему нехорошо. Когда на любую попытку поговорить с ним, он говорит: опять начинаешь, опять заладила. Сколько можно об этом говорить? Мы уже об этом говорили, обсудили. Хватит уже, опять выдумываешь. Показывая ей, что ее мысли, ее желания, ее какие-то мечты, неважные, не имеют какого-то значения. То есть он не прислушивается к ней. Или она что-то рассказывает, такая вся
радостная, вся такая вдохновленная, пытается сказать, вот я вот там платье шила нашей дочери, вот все на нее смотрели, так было красиво, вот посмотри как. И он даже не обращает внимания, ну потом, сейчас мне, ну еще ты нашла время, ну потом поговорим. И она, ну все время, когда я подхожу, ты говоришь потом. Ну вот потом, потому что надо знать, какое время подходить. И в любой момент, когда она пытается с ним поговорить, объясниться, там ластится, обнимает, ну все, потом, ну нашла время, ну подожди, ну я ж занят, ну сейчас нет настроения, ну почему ты не понимаешь, в конце концов. Это говорит о том, что человек не любит вас. Ему просто удобно с вами, и все. И этому человеку все равно, вы счастливы или несчастны, вы болеете или нет. То есть ему безразлично. И в конце концов, что происходит? Ну, происходит, озлобленная женщина начинает озлобляться, потому что ее не слышат. Она начинает фыркать, она начинает посылать. Она не получает любви, он получает эту любовь на стороне. Если эта женщина очень правильная, она не может найти себе как бы партнера, потому что, ну, все-таки в браке и даже сама мысль измены, как бы ей отвратителен, хотя ей самой уже изменили 100 раз. Ну, не может она так. Она должна развестись только после этого, что-то там начать. А разводиться, то старые родители будут расстраиваться, родственники. Всем же нужно, чтобы она была удобная, правда? Молча умирай. Главное, никому не доставляй неудобства. Улыбайся, когда тебе больно. И начинается что? Начинается депрессия, начинается старение, начинается набор веса, начинается ненависть к себе. Человек, который постоянно вот его тянет спать, этот человек очень сильно мучается, он страдает, он не ленивый. Просто он убегает от боли. Он отключается, понимаете, забывается во сне. Потом начинается озлобленность, потом начинается недовольство собой, потом начинаются разговоры, потом начинаются разборки. И она так и не достучится до него никогда. И в итоге приведет это все к тому, что она просто разведется, и ей скажут: ты разрушила семью. Ну, уже вот как бы тебя не бил, не обижал. Люди не понимают, что ничем не лучше абсолютное безразличие к человеку, к его желаниям, к его мечтам. Жизнь стоит на месте. Ощущение болота, которое тебя засасывает. То есть ничего никуда не двигается, ничего не меняется. Ты подходишь к человеку: давай пойдем куда-нибудь погуляем с тобой, посидим, поговорим о чем-нибудь. Хочется понять, какое-то разнообразие внести в жизнь. Человек говорит, что устал, плохо себя чувствует. И это всегда так. Но стоит друзьям позвонить этому человеку, он сразу срывается, сразу ему легче, сразу ему хорошо, он сразу уезжает куда-то и так далее. Это говорит о том, что эти люди важнее, чем вы. Зачем вы мучаетесь? Стоит ли любить такого человека? Надо ли? Ведь не зря сказано, что мужчины любят стерв. И это правда, истинная правда. И как бы они ни говорили об идеальной женщине, когда такая приходит в жизнь, они абсолютно ее не ценят. Они ее обесценивают, они ее принижают, они ее уничтожают. А потом говорят, что вот она такая сякая, в общем, развелась или не хочет со мной жить. Или, в конце концов, соблазнилась другим человеком, потому что когда женщина годами не слышит ни одного комплимента, ни одного доброго слова, и вдруг где-нибудь в магазине мужчина говорит: девушка, вы такая красивая, или проходит и оплачивает ее покупки. Вот я захотел вам сделать приятное. Или позвольте, я вам вот цветы подарю. И она вдруг ощущает, что я живой человек, оказывается, я красивая, оказывается, я еще не стара, я могу вызвать интерес противоположного пола. Как правило, такие женщины, они состоялись везде. В обществе, общественные, там, скажем, жизнь, да, общественное служение, в карьере состоялись.
состоялись как матери, как личности. Они могут быть знаменитые женщины, известные политики, какие-то. И я вам хочу сказать, что карьерный рост всегда у женщин, которые в личном плане несчастливы. Они всю эту свою любовь и страсть вкладывают в работу. Счастливая женщина не очень стремится к карьерному росту. Ей это просто не надо. Она и так хорошо себя чувствует. За нее и так муж делает все. Ей как бы это и не нужно особо. А вот женщина, которая не состоялась в жизни личной, она состоится обязательно в карьере. Она вложится туда. И такие женщины везде уважаемые. Везде к ним хорошее отношение. У нас была такая женщина, общественный деятель. Не буду ее называть, но замечательный такой человек. Педагог. Помогала матерям-одиночкам и прочее. И ее боялись, уважали. И однажды я увидела ее мужа, который приехал за ней ее забирать. У нее машина сломалась, и она позвонила, попросила мужа приехать забрать. И ему было совершенно наплевать, что эта женщина известный человек, что ее знают, что она как бы на виду. Ему было настолько плевать, это было абсолютно вопиющее неуважение к ней. Просто было видно, что ему как-то вот параллельно. Что о ней подумают. Он даже не мог себя сдержать хотя бы пару минут, отдельно, да, поговорить о ней при всех. И вот он начал ее как-то так оскорблять, он начал к ней пренебрежительно с ней разговаривать, потом начал со всеми нами флиртовать, начал там руки целовать, там улыбаться, какие-то шутки, анекдоты. Потом к ней, там, карга старая, поехали, карга, хотя она очень ухоженная, красивая была женщина. Тогда я была моложе, ей было 40 с чем-то лет, она была молодая женщина. И вот он так ее принижал при всех. И я почувствовала в ее глазах эту боль, что даже вот демонстративно открыто, как он ее унизил при всех, показав, что она никто для него. Но он с ней живет, да, конечно, живет, у них дети. Сейчас не знаю, не интересовалась. И вот что делать в таких случаях? В таких случаях нужно поступать, как поступают они. Отключить все свои чувства. И чтобы они, как собаки, потом бегали за тобой, просили, умоляли каплю внимания. Чтобы они прошли вот этот ад, который они устраивают каждой женщине, любящей женщине, верной. Вот просто показать им то же самое, да, но только уже навечно. Навечно, потому что если ты уничтожишь свою любовь с помощью вот того демона, о котором мы сейчас поговорим, то оно больше никогда не вернется. Когда человек свободен от любых чувств, он словно освобождается из рабства. Да, без любви тяжело жить. Без любви это какая-то, кому-то кажется, пустая жизнь. Она не пустая, она полноценная. Она спокойная, без страха. Потому что любовь порабощает, особенно если любишь человека, который эту любовь не заслуживает никак. Ну, так получается. Так получается, что, знаете, есть такая армянская поговорка: любовь шла и прилипла к дерьму. Вот так бывает. И чаще всего эту любовь очень достойного человека получает совершенно недостойная личность. И тогда происходит следующее, что женщину, которая на вершине, опускают вниз до уровня этого дерьма. Потому как дерьмо туда не поднимется, но он хочет ее спустить до своего уровня и там уничтожить. Так и происходит. За историю человечества люди, которые любили, которые были готовы на жертвенность во имя любви, как правило, проигрывали. В редких случаях, и то, когда вот эти романтичные истории, фильмы снимают, книги пишут, это только может быть, знаете, задумка автора. И не факт. Просто зная, что любовь – это такая тематика, которая затрагивает всех, они вот эту линию любви проносят
сквозь вот эту всю книгу, этот роман, любовь, исторический роман и так далее, ради любви. И то мы не знаем, до какого предела была эта любовь и когда она закончилась. Но в истории человечества остается там, как любовь, остается история известных любовников и прочее. В подробности никто не вдавался, что и как. Но на самом деле люди, у которых не было вот этой рабской зависимости, потому что это практически зависимость, такая же, как от определенных веществ. Человек зависим от энергии того, кого любит. Он хочет быть с ним рядом, он хочет быть причастен к его жизни, он хочет его радовать, он хочет быть близок к этому человеку. Замечательное чувство любовь, если оно взаимно. Но чаще всего оно не взаимно, и безответная любовь – это не всегда любовь к своему однокласснику, который об этом не знает. Очень часто безответная любовь бывает в браке, когда один любит, а второй просто пользуется этой любовью, понимаете, вампирит, забирает энергию, жизнь, мечты, все на свете. Но взамен отдает только боль. И вот подумайте, нужна ли вам эта любовь? Я вам хочу сказать, что как только вы перестанете любить этого человека, он просто почувствует вот это вот состояние. Конечно, если вы захотите дальше с ним жить после этого, но он почувствует вот это все и начнет всеми силами пытаться вернуть вас обратно. Но обратно это не вернется. Вы станете абсолютно безразличны. Подумайте над этим. Готовы ли вы просто, забыть, вычеркнуть, убить, уничтожить эту любовь, которая вам причиняет боль? Любовь должна радовать, она не должна превращать жизнь человека в ад. Если эта любовь превращает вас в раба этих чувств и вынуждает вас пойти на уступки и забыть о себе и откладывать свою жизнь на потом, нужна ли эта любовь? И когда вот эта любовь умрет внутри вас, и вам станет легче жить, и очень может быть, что в дальнейшем тоже полностью это чувство может быть охлажденным, а может быть исчезнет вообще, смотря на кого как подействует, тоже учтите, то, быть может, вы станете в какой-то мере частью демонического мира, потому что демоны не любят. У них нет любви и ненависти, у них есть четкий план, по которому они двигаются и живут. Излишняя любовь даже к своему ребенку может портить его. Не то, что к человеку, который эту любовь никак не заслужил. Поэтому вот этот заговор, эта работа посвящена вот именно этой тематике. Любовь, которая приносит мучения и страдания. А теперь, кто тот, который охлаждает и уничтожает любовь? И чем будем платить за эту работу? Самый интересный вопрос. Итак, Амон. Многие путают с богом Египта Амоном, Амон-Ра. Дело в том, что зовут его не Амон, а Аамон. Или Амун. Белокурый демон предела. У него нет чувств. И его царство называется Коцит. Считается, что это 9-й круг преисподней, или некоторые называют адом. Когда появились гримуары Гаэтии, то этих сущностей, даймоны, то есть божества, перечислили к темной сфере. Их объявили врагами веры. На самом деле, вы знаете, почему я с уважением и с интересом отношусь ко всем священным книгам народов мира. Библия, Коран, Бхагавад-гита, книга мертвых, египетская книга мертвых, шумерская книга мертвых, вавилонская книга демонов. Это не просто книги, это источники информации.
Они друг у друга переписывали, списывали информацию веками, тысячелетиями. Поэтому все, что есть в священных книгах современных религий, это не только их информация, это информация, которая пришла тысячелетиями. Может, она где-то подогнана, переделана под нужды новой религии, но в любом случае там между строк знающий человек очень многое узнает для себя. Так вот, ледяная окраина или Коцет, 9 круг. Его царство – это место вечной мерзлоты, холода, но холода не физического, к которому мы привыкли, не снега и льда, а холода чувств. Демон Аамон, он примиритель, он примиряет стороны. Однако не любовью, а безразличием. Он уничтожатель любви. Он уничтожает любовь и забирает эту энергию любви себе. Это и есть плата. Если вы в течение времени, месяца, 2, некоторым хватит несколько раз, откройте окно и будете читать в открытое пространство. Призыв к нему. Постепенно ваше чувство к этому человеку начнет угасать. И в конце концов полностью исчезнет. Но учтите, что вы больше не вернете это чувство обратно. Никогда. Оно умирает, уходит в пространство. Демон забирает эту подпитку. У вас не будет ни отвращения, ни ненависти к этому человеку, ни злости. Будет абсолютное безразличие. Поэтому не проводите эту работу в таком эмоциональном состоянии во время обиды, когда вам хочется кого-то проучить. Потому что потом, в принципе, потом вам и не будет больно по той причине, что у вас будет полное безразличие и к человеку, и к его чувствам, и к этой любви, и ко всему. У вас не будет никаких чувств к нему. Ни восхищения, ни надежды, ни жалости, ни радости, ничего. Он просто как декорация. И он даже сам удивится вашему спокойствию и безразличию к нему, абсолютному. Потому что это чувство полностью умрет. Она не охладится на некоторое время, она умрет. Как правило, этого демона в гримуарах Гаэти изображали как волка с драконьим хвостом. Но в более древних источниках он изображается как белый дракон на белом льве. И носит он бесчисленное количество жемчужин на себе. Жемчуг как знак окаменелости или окаменелых чувств, или бесчувствия, или безразличия. И вот, собственно, алтарь соответствует этому демону. Что он возьмет взамен? Он возьмет взамен все чувства. Это и есть плата за ваше безразличие к человеку. Иногда любовь мешает жить. Любовь, которая невзаимна. Любовь гоняет человека в рабство, в одиночество. Человек понимает, что с той стороны никогда не будет чувств, никогда не будет интереса к нему. Но эта любовь его угнетает. Он впадает в депрессию,
Он не хочет жить, он не хочет развиваться, ему ничего не хочется. Мучает эта любовь. А вот когда любви нет, и когда человек вам безразличен, пусть потом он старается вернуть эту любовь. По крайней мере, вам будет не больно. И вся эта любовь направится к себе любимой. Эту работу я давала некоторым людям. Снимаю первый раз. И я вам хочу сказать, что эти женщины начали просто цвести и пахнуть. Абсолютно помолодели. Перестал человек тянуть с них жилы, забирать у них радость жизни. Этот заговор можно читать и от неблагодарных родителей, которых дети любят, о них заботятся, делают для них все возможное, а те пользуются этой любовью и причиняют боль. Пользуясь этой любовью, используя своих детей, все время упрекая чем-то, все время тянут с них деньги, возможности, доводят их. А поскольку они любят своих родителей, не могут как-то закрыть свое сердце от них навсегда, послать их куда подальше и жить в свое удовольствие. Им приходится становиться такой некой, знаете, неким рабом этого чувства, даже к родителям. Поэтому, друзья мои, можно читать этот заговор и относительно людей, которые вам близки, может быть, по крови, но вашей любви не заслуживают. Чтобы не дарить им абсолютно это чувство. Чтобы не дать им возможность манипулировать вами, используя вашу любовь к ним. Не любите их больше. Если они не оценили, если они не благодарны за эту любовь и заботу, значит, эту любовь и заботу у них нужно забирать. Отбирать, точнее, и закрыть свое сердце навечно к этим людям. И говорю еще раз, у вас не появится ненависть или злость. У вас появится безразличие. Вам станет все равно. А когда люди видят, что они не могут манипулировать вами больше, что вы из-за великой любви более не позволяете им творить с вами все, что угодно, и все равно приходите и заботитесь, поверьте мне, это меняет отношение к вам. Вы освобождаетесь от этого. И от их манипуляций в том числе. Итак, от 3 до 6 раз ночью в открытое окно, неважно какой день недели, какая луна, какая погода, какое время года. Открывайте окно и вполголоса шепчете этот заговор. Постепенно вы начнете замечать, что вы становитесь сильнее, потому что чувства, они порабощают человека, они делают его слабым. Они заставляют порой идти на определенные не очень правильные, скажем так, с точки зрения личного роста, не очень выгодной для него сделку. Они заставляют человека делать то, что он не очень хочет, терпит то, что не хотел бы терпеть, но терпит, любит из-за любви, из-за этого чувства. А когда человеку все равно, насколько вам это нравится или не нравится, ему безразлично. Вот это все равно, как мимо проходящий кто-то на улице стоит, там проходит, и вам все равно на него. Ему сейчас холодно, жарко, больно. Вам без разницы, потому что он для вас никто. И его чувства вас не волнуют вообще. Вот о чем речь. Сначала вы становитесь сильнее.
Потом внутреннее вот это вот безразличие, холодность замечают люди, которые до этого этим манипулировали. Почему ты там так относишься? Что-то ты стала какая-то холодная, отреченная, какая-то отстраненная. А потом вся эта любовь, которая раздавалась налево и направо, направляется в вашу сторону. Но энергия любви, которая дарилась этим людям, вот эта энергия любви, она уходит к демону. Это и есть плата. Можно ли обращаться к демонам? Не ко всем. Но к тем, к которым можно было обращаться или через посредников, через знающих людей, или, по крайней мере, так, как вас научит человек, который знает эти силы и знает, как правильно нужно строить свое обращение. И еще раз скажу, что не нужно, сломя голову, проводить такие сильные работы. Сначала изучите, узнайте. Доверьтесь этому человеку. Только после этого берите работы этого человека и проводите любые сильные и обычные шепотки, защитные и прочее. Итак, я здесь буду называть к нему вместо имени. И здесь есть древнее обращение на латине. Я нарочно прочитаю медленно, чтобы вы могли записать. От 3 до 6 раз. Если у вас очень сильные чувства, они вас мучают, значит, читайте 6 раз в открытое окно. Не нужно здесь алтарь, не нужно ничего. Вы должны просто в пространство отдать. Первый же день вам станет легче. У вас успокоится внутренний мир, начнет уходить депрессия, нежелание жить и прочее. Второй день еще легче. И вот так постепенно, пока вы не почувствуете окончательно, что все закончилось, читайте, не прерывайте. Но вам еще раз говорю и предупреждаю, что если вы таким образом уничтожите любовь, которая вам не приносит счастья, любовь нужна. Безусловно, любовь должна быть, она принесет счастье человеку, и человек чувствует себя окрыленным, если это счастливая любовь, взаимная. А если любовь не взаимная, если этой любовью пользуются, чтобы вами манипулировать дальше, то эту любовь нужно уничтожать. И впредь на будущее человек, который такое прочитал и уничтожил в себе это ненужное чувство в данный момент жизни, к другим людям и к другим любовным историям в своей жизни будет относиться намного более холодно и спокойно, без такой страсти. Поэтому подумайте много раз, потому как внутри может наступить безразличие некоторое время. Не депрессивность, а абсолютная непробиваемость. И учтите, что человек, который не чувствует влечения, который не зависит от любовных каких-то игр, от чувств, этот человек очень свободный и очень сильный. Очень сильный. Его ничем невозможно. Знаете, у него нет ахиллесовой пяты, у него нет слабого места. Вот ничем эту глыбу с места не сдвинуть. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать. Этот заговор повлияет на каждого человека по-своему. Если человек сильный, вообще сильная личность, он может принести более такую внутреннюю силу и подъем. Если человек очень чувствительный или слабый, то может помочь охладить это чувство вот именно в этот момент и вот к этому человеку.
Не бегите, сломя голову, читать. Подумайте много раз. Готовы ли вы разлюбить навсегда? И это не обязательно, что вы должны развестись. Нет. Кто сказал? Просто теперь он будет вас любить, а вам будет плевать. Чувствуя, что вы больше не любите, не поддаете этим манипуляциям, что вам действительно все равно стало, что вы не играете в обиду, а реально вам все равно уже на него, как правило, мужчины или женщины, неважно, в них просыпается инстинкт охотника. И всю жизнь они бегают за вами, доказывают свою любовь. Уже они чувствуют это безразличие, вы меняетесь ролями. Но дело в том, что вы меняетесь ролями навечно. Больше вы его любить не будете. Если готовы, то проведите. А теперь заговор. О древний властитель предела, повелитель холодных сердец, я взываю к тебе, охлади мое сердце, уничтожь чувства к нему. Пусть вечный холод окутает мои чувства к нему. Душевная мерзлота и трезвый разум отныне станут моими спутниками. Не желаю более любить его. Не желаю более бояться терять его. Да воцарится в сердце моем безразличие к нему на веки веков. Incorde meo frigidus est et mens mea sobria est. O daemonium grandis amone, dami и copagio di Piedro. О великий властитель предела, освободи меня от рабства чувств. Преврати мое сердце в камень. Нет там места для любви конному человеку. Я свободна от него. Холод, вечный холод воцарится там, где жила любовь. Каменей мое сердце. Умри. Жестокое и жалкое чувство по имени любовь. Покройся слоем льда, и голос твой навеки там заглохнет. Нету камня любви. Нет любви и у меня. Внемли слову моему, великий демон. Я не передумаю, не сверну с пути. Я согласна. Исполни мою просьбу. Да будет так. Свершилось. О древний властитель предела, повелитель холодных сердец, я взываю к тебе, охлади мое сердце, уничтожь чувства к нему. Пусть вечный холод окутает мои чувства к нему. Душевная мерзлота и трезвый разум отныне станут моими спутниками. Не желаю более любить его. Не желаю более бояться терять его. Да воцарится в сердце моем безразличие к нему на веки веков. Incorde meo frigidus est et mens mea sobria est. O daemonium grandis amone, dami и copagio di Piedro. О великий властитель предела, освободи меня от рабства чувств. Преврати мое сердце в камень. Нет там места для любви конному человеку. Я свободна от него. Холод, вечный холод воцарится там, где жила любовь. Каменей мое сердце. Умри.
жестокое и жалкое чувство по имени любовь. Покройся слоем льда, и голос твой навеки там заглохнет. Нету камня любви, нет любви и у меня. Внемли слову моему, великий демон. Я не передумаю, не сверну с пути. Я согласна. Исполни мою просьбу. Да будет так. Свершилось. О древний властитель предела, повелитель холодных сердец, я взываю к тебе, охлади мое сердце, уничтожь чувства к нему. Пусть вечный холод окутает мои чувства к нему. Душевная мерзлота и трезвый разум отныне станут моими спутниками. Не желаю более любить его. Не желаю более бояться терять его. Да воцарится в сердце моем безразличие к нему на веки веков. Incorde meo frigidus est et mens mea sobria est. O daemonium grandis amone, dami и copagio di Piedro. О великий властитель предела, освободи меня от рабства чувств. Преврати мое сердце в камень. Нет там места для любви конному человеку. Я свободна от него. Холод, вечный холод воцарится там, где жила любовь. Каменей мое сердце. Умри. Жестокое и жалкое чувство по имени любовь. Покройся слоем льда, и голос твой навеки там заглохнет. Нету камня любви. Нет любви и у меня. Внемли слову моему, великий демон. Я не передумаю, не сверну с пути. Я согласна. Исполни мою просьбу. Да будет так. Свершилось. О древний властитель предела, повелитель холодных сердец, я взываю к тебе, охлади мое сердце, уничтожь чувства к нему. Пусть вечный холод окутает мои чувства к нему. Душевная мерзлота и трезвый разум отныне станут моими спутниками. Не желаю более любить его. Не желаю более бояться терять его. Да воцарится в сердце моем безразличие к нему на веки веков. Incorde meo frigidus est et mens mea sobria est. O daemonium grandis amone, dami и copagio di Piedro. О великий властитель предела, освободи меня от рабства чувств. Преврати мое сердце в камень. Нет там места для любви конному человеку. Я свободна от него. Холод, вечный холод воцарится там, где жила любовь. Каменей мое сердце. Умри. Жестокое и жалкое чувство по имени любовь. Покройся слоем льда, и голос твой навеки там заглохнет. Нету камня любви. Нет любви и у меня. Внемли слову моему, великий демон.
Я не передумаю, не сверну с пути. Я согласна. Исполни мою просьбу. Да будет так. Свершилось. О древний властитель предела, повелитель холодных сердец, я взываю к тебе, охлади мое сердце, уничтожь чувства к нему. Пусть вечный холод окутает мои чувства к нему. Душевная мерзлота и трезвый разум отныне станут моими спутниками. Не желаю более любить его. Не желаю более бояться терять его. Да воцарится в сердце моем безразличие к нему на веки веков. Incorde meo frigidus est et mens mea sobria est. O daemonium grandis amone, dami и copagio di Piedro. О великий властитель предела, освободи меня от рабства чувств. Преврати мое сердце в камень. Нет там места для любви конному человеку. Я свободна от него. Холод, вечный холод воцарится там, где жила любовь. Каменей мое сердце. Умри. Жестокое и жалкое чувство по имени любовь. Покройся слоем льда, и голос твой навеки там заглохнет. Нету камня любви. Нет любви и у меня. Внемли слову моему, великий демон. Я не передумаю, не сверну с пути. Я согласна. Исполни мою просьбу. Да будет так. Свершилось. О древний властитель предела, повелитель холодных сердец, я взываю к тебе, охлади мое сердце, уничтожь чувства к нему. Пусть вечный холод окутает мои чувства к нему. Душевная мерзлота и трезвый разум отныне станут моими спутниками. Не желаю более любить его. Не желаю более бояться терять его. Да воцарится в сердце моем безразличие к нему на веки веков. Incorde meo frigidus est et mens mea sobria est. O daemonium grandis amone, dami и copagio di Piedro. О великий властитель предела, освободи меня от рабства чувств. Преврати мое сердце в камень. Нет там места для любви конному человеку. Я свободна от него. Холод, вечный холод воцарится там, где жила любовь. Каменей мое сердце. Умри. Жестокое и жалкое чувство по имени любовь. Покройся слоем льда, и голос твой навеки там заглохнет. Нету камня любви. Нет любви и у меня. Внемли слову моему, великий демон. Я не передумаю, не сверну с пути. Я согласна. Исполни мою просьбу. Да будет так. Свершилось.